Представьте ситуацию. Крупнейший автомобильный производитель страны, получивший от государства все, что только возможно, уникальные льготы, защиту от конкуренции и почти монопольные условия работы, выходит к публике и заявляет: «Мы разочарованы в вас, россияне. Вы вялые, пассивные, не хотите покупать наши машины. Рынок слабый, спрос никакой, поэтому нам пришлось перенести выпуск новых моделей. Это вы не оправдали наших ожиданий». Звучит как сарказм, как издевка над здравой логикой, но именно это и произошло на днях. На форуме «Россия зовет» глава АвтоВАЗа Максим Соколов произнес фразу, которая мгновенно разлетелась по всему интернету. Его слова: «Рынок в этом году был очень вялый, и нам точно не до новых моделей». Эти слова стали символом корпоративной глухоты. Одним предложением руководитель концерна умудрился переложить ответственность за провальные продажи на кого угодно, только не на свою команду. Между тем, статистика говорит гораздо красноречивее. За текущий год продажи «Лады» рухнули на 25%. Каждый четвертый потенциальный клиент, дойдя до салона, просто смотрел на космические цены, разворачивался и уходил. Четверть рынка исчезла. Склады забиты машинами, которые не находят потребителя. Рабочих отправляют на 4-дневный график до середины следующего года, а долгожданный минивэн, на который рассчитывали семьи и любители дачных поездок, решено спрятать в долгий ящик. И неизвестно, достанут ли его когда-нибудь. Но самое интересное начинается дальше, когда открываешь официальный прайс-лист и смотришь на реальные цифры. Когда понимаешь, какие деньги руководство АвтоВАЗа хочет получить от покупателей. В этот момент многое становится на свои места. Становится понятно, кто в действительности сформировал вялый рынок и почему люди массово уходят. Сегодня мы подробно разберем эту историю, как получилось, что автогигант, который получил все, что можно, провалился с треском. Как автомобили для народа превратились в предмет роскоши. И почему именно простые заводские работники теперь платят за ошибки тех, кто сидит в кабинетах. Чтобы разобраться, нужно вернуться на пару лет назад и вспомнить, что творилось на российском авторынке. Это была революция со знаком минус. Один за другим автоконцерны сворачивали производство и уходили. Volkswagen, Hyundai, Kia. Все те, кто десятилетиями обеспечивал страну доступными и надежными машинами, уезжали. Солярисы, Рио, Поло, Рапиды. Весь фундамент бюджетного сегмента буквально испарился. Образовалась гигантская дыра, пустота, которую нужно было срочно кем-то заполнять. И в этот момент АвтоВАЗ увидел для себя идеальный шанс. Шанс, о котором мечтал долгие годы. Завод начал энергично продвигать идеи о необходимости защиты от новых конкурентов, а конкуренты эти были китайские. Китайцы нас топят, они задавят рынок, нам нужны льготы, нужна защита, звучало со стороны Тольятти. Государство их услышало, более того, решило помочь. Утилизационный сбор, тот самый налог на ввоз иномарок, подняли до космического уровня. Официально все это подавалось под благородным соусом. Поддержать отечественный автопром, дать ему возможность расти, удержать цены в приемлемых рамках. На бумаге выглядело красиво, патриотично. В реальности же иномарки резко подорожали на сотни тысяч рублей. Китайские бренды, которые могли бы занять освободившийся бюджетный сегмент, оказались за бортом. Цены стартовали от 2,5-3 миллионов рублей. У покупателей почти не оставалось выбора. Либо так называемая доступная «Лада», либо гораздо более дорогой китаец. Другого варианта просто не существовало. Казалось бы, вот он, золотой период для АвтоВАЗа. Конкуренты устранены усилиями государства. Ниша зачищена, монополия получена. Продавай, устанавливай любые ценники. Народ никуда не денется, ведь аналогов нет. Но случилось то, что всегда происходит, когда игрок остается в одиночестве. Завод не снизил цены, не стал стремительно повышать качество, не повернулся лицом к покупателю. Напротив, прайсы на Весту, Гранту и новенькую Искру продолжили уверенно расти. И вот мы пришли к самому важному моменту. Там, где должен был начаться триумф, развернулась катастрофа.
Чтобы понять масштаб проблемы, достаточно взглянуть на цены. Возьмем Ладу Искру, новинку, которую нам представили как золотую середину между аскетичной Грантой и более дорогой Вестой. Народный автомобиль – машина для обычного человека, так это подавалось. Открываем прайс. Базовый седан с механикой 1 250 000 рублей. По сути, голый кузов, мотор, руль и минимум жизненно необходимого. Никакого комфорта, никаких нормальных опций, но если покупателю нужен универсал, да еще и с вариатором, чтобы ездить по городу без мучений, то готовьте 1 800 000 рублей. 1,8 миллиона за машину Б-класса, которую позиционируют как бюджетную. И это даже не окончательная цена. Добавьте цвет, страховку, допы, и вот уже сумма аккуратно подбирается к 2 миллионам. С Вестой ситуация еще тяжелее. Универсал в базовой комплектации 1 650 000 рублей. Но если хочется нормальный двигатель 1.8 и автомат, то итоговый ценник легко переваливает за 2 100 000 рублей. 2 100 000 за Ладу. И еще 5 лет назад за эти деньги брали Camry или K5 и чувствовали уровень. Сегодня эти же суммы просят за автомобиль, у которого то коробка воет, то электроника живет собственной жизнью. Даже Niva Travel, чья конструкция пережила эпохи, в спецверсии стоит 1 800 000 рублей. Это уже не похоже на экономию, скорее на издевательство над здравым смыслом и кошельком тех, кому эти машины якобы и предназначены. Бюджетный автомобиль в России – это миф. Гранта за 1 миллион, Искра за 1,5, Веста за 2. Это новая действительность. И неудивительно, что люди начали голосовать не бюллетенями, а рублем. Именно на этом фоне прозвучало заявление Максима Соколова о вялом рынке. Интернет взорвался. Люди, которых фактически обвинили в том, что они не покупают то, что невозможно купить по совести, не промолчали. Блогер Сергей Колясников высказался особенно жестко, но метко. Он процитировал настроение общества. Вы уж простите нас, таких вялых, что ржавая корыта по цене японского кроссовера не берем. Цинично? Да. Неправда? Нет. Он напомнил и про другое. 2 недели назад АвтоВАЗ объявил очередное повышение цен и добавил: ну да, это точно поможет. И действительно, логика завода поражает. Продажи падают, покупатели уходят, а цены взвинчивают еще выше. Но самый болезненный вопрос он задал позже. Вы видите чиновников на этих машинах? Ответ очевиден. Ни в одном правительственном автопарке вы не встретите Гранту или Весту. Там стоят Lexus, BMW, Mercedes. Те, кто убеждает людей поддерживать отечественный автопром, сами на нем не ездят. И это уже приговор. Дальше Колясников сказал фразу, которая идеально описывает ситуацию. Если ваша новая машина хуже 15-летней японки, это повод для пересмотра стратегии. Новый российский автомобиль уступает по качеству японской машине 10-летней давности, которая проехала сотни тысяч километров. Его вывод был прост. Нужен рост качества и снижение цены. Банальная истина. Но для этого придется перестать кормить длинную цепочку людей, которым нынешнее положение куда выгоднее. А теперь мы подходим к самой болезненной части. За ошибки руководства платят рабочие. Те, кто стоит у конвейера, прикручивает болты, собирает машины руками. Из-за падения продаж склады переполнены. Представьте километры Вест и Искр, стоящих под открытым небом и покрывающихся пылью. Но конвейер нельзя остановить, это признание провала. Поэтому завод делает вид, что все идет по плану. И тут глава профсоюза Сергей Зайцев объявляет: сотрудников переводят на 4-дневный график до середины 2026 года. Полгода урезаны зарплаты. Рабочие, у которых семьи, кредиты, обязательства, будут выживать на сокращенном доходе. Пока Соколов рассуждает о макроэкономике, люди будут думать, как оплачивать коммуналку. Пока топ-менеджеры получают бонусы, простые рабочие будут считать рубли.
Массовых сокращений пока не обещают, но 4-дневка на такой срок – тревожный знак. Это прямой путь к увольнениям и закрытию цехов. А Тольятти – город, который живет этим заводом, под угрозой судьбы тысячи семей. И вот тут открывается весь абсурд. Государство расчистило АвтоВАЗу дорогу до идеальной монополии. Убрали конкурентов, подняли пошлины, выделили заказы. Создали тепличные условия. Результат – продажи рухнули, проекты заморожены, конвейер работает в холостую. А руководство рассказывает о вялом рынке. В комментариях люди пишут метко: АвтоВАЗ великолепно справляется со своей основной задачей – пилить бюджет, машины – побочный продукт. И в этом сарказме слишком много правды. Теперь главный итог. АвтоВАЗ получил все – монополию, защиту, пошлины, господдержку. В итоге имеем огромные ценники, низкое качество, падение продаж на четверть, склады под завязку, 4-дневку для рабочих и обвинения в адрес покупателей. Формула провала проста. Монополия плюс высокие цены плюс посредственное качество равно катастрофа. Люди отказываются играть в эту игру. Они выбирают 15-летнюю иномарку вместо новой Лады за 2 миллиона. Выход очевиден – качество и адекватные цены. Никаких секретов. Но для этого нужно сломать систему кормушек, сократить раздутые штаты, навести порядок в расходах, вложиться в технологии и кадры. Нужно работать, а не отчитываться на форумах. Захотят ли? История показывает, что нет. Проще обвинять потребителя. Между тем китайцы стремительно растут. Через пару лет они войдут в бюджетный сегмент так мощно, что от монополии АвтоВАЗа останутся только воспоминания. И тогда снова начнутся просьбы о защите. Но этот путь бесконечным не бывает. В современной технологичной реальности АвтоВАЗ в текущем виде обречен. Нельзя вечно продавать средний продукт по высокой цене и обвинять в этом покупателя. И теперь главный вопрос. Вы готовы выложить 2 миллиона рублей за Ладу? Машину, которая по качеству уступает японцу 15-летней давности. Автомобиль, на котором не ездят даже те, кто убеждает вас его купить. Пишите свое мнение в комментариях. Ну и шутка на прощание. Наши чиновники, как и весь простой народ, ездят на бюджетных автомобилях. Ведь их Кайенны, Мерсы и БМВ куплены на бюджетные деньги. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм каналах. Подписывайтесь, ссылки в описании.